Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю. Следующая неделя у нас с 24 по 30 августа. Конец августа. Здесь получается, что вот этот период, он уникален, можно так сказать, да? 24, 30. Солнце уже окончательно закрепилось в таком, знаете, практичном знаке Дева, вот серьезно. А вот Меркурий, он выходит из ретроградного движения, открывая все такое вот хорошее в нашу жизнь, да. Ну, это зеленые светофоры, образно говоря, конечно, для вашего движения. Например, для каких-то документов, для каких-то покупок, для каких-то важных решений. Вот такая вот энергия на этой неделе. Ну, давайте посмотрим, что карты скажут. Чуть-чуть, немножечко сказала про Меркурий, про Деву, да, ну хватит. У меня больше Таро расклад. Так, это старшие арканы. Старший аркан будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. Дальше послание стихий. Почитаем ее, что стихия расскажет. Тоже она как подсказочку какую-то дает, да? Стихия. Что тут будет? И гексаграмма, книга перемен, как обычно. Почитаем ее в конце расклада. Сравним с тем, что говорят карты. Так, неделя с 24 по 30 августа. Ну, давайте вот эту возьмем. Вот такую вот. Угу. Начинаем с общего энергетического фона. Дьявол. Ну, такая вот дева. Да, такая вот дева в эту неделю. Такая сильная, уверенная. Ну, что сказать здесь? Общий энергетический фон по вот этой карте, да, это время больше как... Ну, в любой ситуации хочется немножечко контроля, личной силы, да, и какой-то вот ясности ума. Здесь идет дьявол, который может немножечко что-то запорошить, да, и в то же время, когда ты понимаешь, что ты все равно сила, у тебя все получится даже вот в эту карту, как говорится, в этот энергетический фон. Дьявол — это яркость движения, это сила каких-то спонтанных, возможно, решений, но все равно карта советует ясность ума держать, ну, чтобы не ошибиться. Хоть и зеленый свет везде, да, как по дьяволу, но все-таки быть немножечко внимателен. Эта неделя пройдет под девизом вот по этой карте «Я все смогу и везде, и сама». Мужчина, немножко переставляйте, да, слова, если вы смотрите. «Я все смогу», «Я все могу». Вот такой девиз этой недели по вот этому дьявольскому аркану. Ну, много чего захочется в этой неделе, много чего встретиться, я не знаю, там впечатления какие-то будут, ну, такие огненные, да, ведь огонь вокруг. Но здесь могу четко сказать по этой карте, что туман каких-то сомнений, каких-то нерешительных прошлых, да, действий там или вопросов, он уходит. Вот именно уходит. Вы четко поймете на этой неделе, чего хотите и как хотите этого достигать. Но по этой карте период идеален для старта новых проектов, обучения где-то, да, проявления инициативы, и притом в любой сфере. Угу. Ну, как сказать, по вот этой вот карте еще раз повторюсь, да, все инструменты для успеха уже у вас в руках. Вот так вот. Все инструменты для успеха уже у вас в руках. Неплохой аркан, правда, дьявол все-таки, но есть такая вот зажигалочка, да, что очень много может пойти именно неожиданно, но
так, как надо. Единственное, говорю, зеленый свет это хорошо, но зеленый свет в голове лучше тоже держать. Но это как понять, еще раз скажу, да, это включать свою голову, как говорится, на решение вот этих вот задач. Спонтанно, может что-то получиться, но не обязательно так, как вы бы по итогу хотели. Вот это самое такое основное. А остальное все прекрасно, но будем смотреть дальше. Естественно, и острые моменты посмотрим. Если будут карты говорить про предупреждения, конечно же, про них тоже скажу. Так, дальше давайте смотреть жезловую масть. Жезловая масть. Это планы, реализация, действия, поездки, встречи. Неделя 24 по 30 августа. Угу. Вот эту карту. Новости. Восьмерка жезлов. Новости. Какие-то быстрые перемены, быстрые возможности. Что еще здесь? Скорость процессов резко возрастет. Восьмерка жезлов. Это вообще карта скорости. Угу. Скорость процессов каких-то вот действий, реализации, да, чего-то резко возрастет. Дела, которые тормозились по вот этой карте, сорвутся с места. Однозначно. И опять же, все-таки главное не суетиться. Да вы сами знаете, скорее всего, но я говорю. Эта карта советует действовать методично, шаг за шагом, по четкому графику. Видите, тут еще и забор такой вот, да, можно посчитать вот эти вот жезлы. Но это планы. Это больше как 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Да, вот это надо сделать, вот это, но по плану, не перескакивая. Вот вы запланировали себе и не перескакивайте, и не берите несколько 1, 3, 4 сейчас планов, да, не берите, можете упустить. Ну, как обычно говорят, за 2 зайцами 2 и потеряешь, да. Так по-другому говорится, но я так сказала. Будут какие-то новости, будут какие-то разговоры, будут какие-то встречи. Встречи будут интересные. Так, сейчас посмотрим по вот это еще. Туз мечей, договоренности, решения, уверенность ваша в себе очень хорошая такая должна быть, просто вот должна быть. Эта карта, да, эта карта как раз-таки и говорит, что какие-то дела, которые тормозились, вот поднимутся, сорвутся с места. Угу. Максимально удачными будут деловые, больше здесь как, это опять же карта жезлов, жезлы это больше как деловые, практические, ну, например, командировки, поездки, встречи, ну, вот они максимально удачными будут, то, что запланировали, оно будет хорошо, скажу так. Вот. Что еще? Я вижу здесь разбитое сердце, вижу выход из этого, выход из разбитого сердца. Когда что-то не получалось, когда слишком уж наболело, когда уже просто тяжеловато в чем-то разобраться, допустим, да. Есть выход. Семерка жезлов — это выход из чего-то действительно изнуряющего идет. Если вы планируете отдых, выбирайте места, где все уже организовано до мелочей. Это лучше будет. Конечно, если вас куда-то нечаянно, так вы даже не знали, спонтанно пригласят, стоит ли ехать? Сильно, да, стоит. Но будьте аккуратны, потому что что-то можете забыть, что-то нечаянно изменится, чтобы не переживать потом. Дайте себе 5 минут, чтобы обдумать эту поездку. И чисто даже записать на листочке: так, мне вот это надо, не забыть, забрать, и все такое. Потому что, да, можете что-то упустить, пропустить, потом будете переживать. А вот если
планируете отдых, да, и выбираете места, где все организовано до мелочей, ох, для вас будут шикарные дни. Вот просто шикарные дни. По разрушению, вот по этому аркану башня, да, здесь скажу так, что кое-что в вашей жизни немножко вот не складывается воедино. Что-то вас тревожит, что-то вас пугает где-то, нервирует, может быть, кто-то, да? Но я вижу здесь восстановление. По кубковым будем смотреть тоже. Ну, новые дороги как бы для восстановления. Как будто бы вот даже по этой карте, да, две лошадки рядом. Это то, что, ну, это вы и то, что вас тревожит. Вы рядом, вы разберетесь. Что-то решится. Ну, как по дьяволу, да. Но будет зависеть, да, от вас. Мужчины, немножко перестраивайте, но будет зависеть именно от вас. Хотите вы это или нет, откладываете, либо сейчас решитесь. Вот получится у вас многое, скажу так. Лучшие дни для дороги. Рыцарь кубков. Ну, рыцарь это что-то среднее. Да, это где-то 25-26 августа. 25-26 августа лучшие дни для дорог ваших, которые вы запланировали. Ну, даже если спонтанно, нечаянно будет, ну, тоже все равно 5 минут себе возьмите, чтобы все это вот по полочкам разложить и отдыхайте там. Или куда-то, да, нужно будет поехать и встретиться с кем-то. Так, встречи умеренные. Выбор будет, будете обсуждать какие-то вопросы, будете спорить где-то, что-то вам не понравится, кто будет говорить. Но смотрите, время конкретных и прагматичных договоренностей, да, это вот как раз то, что вам надо. Пустые разговоры сойдут на нет. Ну, оно будет как бы уступать место обсуждению реальных планов и контрактов. Знаете, как будто вот последняя неделя августа, да, это вот именно, хоть и дьявол тут, ну, потому что может кто-то подножечку поставить, может быть, чего-то там захочется не то, что надо, да, потом будешь переживать. Есть предупреждение. Все прекрасно, но есть предупреждение. Будь все-таки вот более прагматичен, более, не знаю, там, запланированный, что ли, как еще сказать. Но оно действительно так. Да, будут у вас какие-то споры, они сойдут на нет, потому что это будут пустые разговоры. Будете выяснять, прояснять, не понравится, что скажет какой-то человек, очень не понравится, и вы будете искать ответ у других людей. Это тоже правильно, почему бы нет. Не переживайте по вот этим вот поводам, да. Все хорошо, все хорошо. Загвоздочки, как всегда, есть, но так вот, чтобы вот, как я всматриваюсь в эту вот, пока что вот в эти карты, да, ничего такого вот печального, чего-то там сильно уж плохого я не вижу. Опять же, здесь посмотрим. Может быть, что-то и прорисуется, а может быть и нет, и слава богу, да. Умеренность, спокойствие, где-то спонтанность, где-то движение. Мне не нравится только то, что карты говорят, спорить вы будете. Не понравится, что говорят. Даже если обратитесь к специалисту какому-то, юристу, психологу, не знаю, там, врачу какому-то, не знаю, в банковскому работнику, да, вот, если вам надо обратиться, не понравится вам, но переживать не надо. Все равно все спокойно, нормально разрешится. Просто если вы вдруг среагируете болезненно, это может перейти вам на нервную почву конкретно дать. Ну и будет вам нехорошо. Тут человек покричит, а может быть даже просто помолчит, будет вам нехорошо. Вот здесь вот будет более спокойно, более уравновешенно. Вот такое. В любом вопросе, да, они могут быть. Не так что-то пойдет. Так, давайте смотреть дальше. Это пентакли, это денежная сфера.
Что у нас там по финансам? Неделя с 24 по 30 августа. Вот эту карту. О, рыцарь пентаклей. Да, у кого-то может быть не полностью денежки получите за что-то как-то там, доход или зарплата, или за какой-то товар. Вот, не полностью получите. Может быть, даже и наконец-то выплата будет к концу недели. Может и в середине. Знаете, я вижу выплаты. Вот по этой карте вижу, но я вижу либо вот что-то не до конца получите, либо что-то перенесется, как оплата там попозже, да? Или же вам следует придержать на этой неделе деньги и тратить только там, где действительно необходимо по важным делам. Ну, оплатить поездку, там, да, заплатить за билеты и все такое. Ну, такое по важным делам. Долги раздать, допустим. Но вот какую-то сумму просто посчитать и отложить. Вот очень важно. Не тратьте что-то, вот, что потом очень сильно понадобится. Не знаю, потому что расклад общий. Я вижу в общих очертаниях некоторые детали вот видны, а некоторые нет. Но что могу сказать? Вот, например, у вас есть определенная сумма денег, и вы себе сделаете так. Вот это я могу потратить на этой неделе, и хватит. А вот эту сумму я откладываю. Вот если вы отложите определенную сумму и не потратите, вот как будто бы вот она даст начало для того, чтобы вы смогли накопить конкретную сумму уже на конкретное ваше желание. Угу. Хоть и конец месяца, но оставить что-то надо. Тем более конец лета вдобавок, да. Вот что-то оставить и не тратить. Ну, желательно всегда круглую сумму. Круглую. Ну, не знаю, там 10, 100, 1000, какая у вас валюта, да. Вот что-то надо оставить, пусть оно вот целую неделю полежит, ну, либо когда вы там получите, да, денежки. Хотя лучше вообще даже с самого начала сделать. Вот что у вас есть, вот отложите, вот с понедельника. Не знаю почему, но вот такая чуйка, что надо так. Вот понадобится вам что-то, и у вас будет то, что надо. Ну, как-то так. Сами, конечно, смотрите. Расклад общий. Ну, что увидела, то сказала. Так, ну вообще время, да, время реальных планов, контрактов, такое все. По поводу еще денег, ну, планы, контракты, это, да, вот решения по поводу вот продвижения своего. По поводу денег... Вероятны, да, появление вероятных новых источников дохода, что вы долго ждали, и вот наконец-то в руках будете держать. Может быть, будет утверждение премий. Возможно, у кого-то будет подписание выгодного договора или очень выгодной покупки, либо продажи. Вот такое у кого-то может быть по этой карте. Что здесь подскажете? Это ваши действия, это ваши прогнозы, это ваши желания, планы, такой острый ум. Но высшие силы с вами по поводу финансов неплохо, очень даже неплохо. Это значит что? Ух, и десяточка пентаклей. Это прекрасно, тем более после 20-го старшего аркана. Но это что значит? Это значит, что отличное время для крупных, долгосрочных таки вложений. Есть такое. Да, у кого-то может быть покупка либо недвижимости, автомобиля, какой-то дорогой, опять же, бытовой техники как-то уже было, но здесь опять как продолжение идет. Либо на всякий случай вам это говорят, чтобы вы не переживали, да. Карты. Вижу видение такое, что будете радоваться тому, что сможете взять. Может, какие-то там, не знаю, для работы что-то возьмете, на участке, телефон, не знаю, новый решите взять, для работы именно что-то.
одежду какую-то рабочую, да. И знаете точно, вот в эту неделю реально то, чему вы будете рады, то, во что вы вложитесь, хотя оставите круглую сумму, ну, говорю, хотя бы 10 там, да, десяточку, вот, оно будет вас радовать долгие годы. Вот что хочу здесь сказать. Вот этот пентаклевый рыцарь, вот реально такое вот, знаете, что-то уверенное, спокойное, и будет радовать долгие годы, потому что дороги будут открыты. Так. Семерка кубков, то есть это шестерка кубков. Вас очень тревожит что-то с прошлого. Вас тревожит из прошлого что-то. Ну, опять тут по поводу, в принципе, денег. Кто-то вам долг не отдал, да, может быть, и не отдаст. Тут, а может, и вернется все-таки с этим. Тут Луна выходит. Знаете, когда вы выбросите мысли по поводу того, что вам кто-то должен, хотя 100% так есть, либо а вдруг я опять неправильно что-то сделаю, либо слушать этого человека, либо этого, я запуталась, да. Вот если вы это выкинете, у вас правильное решение придет, вы настолько сильно успокоитесь, и денежки пойдут туда, куда надо. Вот по вот этим картам, да, здесь есть немножко запутанность, лично ваша, в вашем представлении. И это сравнительно с прошлым. Что-то вы сравниваете. И из-за прошлого вы боитесь что-то делать, переезжать на новое место, снимать квартиру новую, другую, там покупать себе что-то, да, вкладываться. Ну вот боитесь или волнуетесь просто. Но тут откидываете то прошлое и спокойно вступайте в настоящее. Оно прекрасное. Оно реально прекрасное. Там, где ваша душа будет радоваться тому, что будет рядом. Ничего, еще человек какой-то хороший будет. Ну, так вот. Так. Еще что-то тут. Я вижу дом, квартиру. Я вижу бытовые какие-то дела вас беспокоят. Быт. Это может быть где-то надо отремонтировать что-то вот, ну там, не знаю, светильник, стиральную машинку. Может, генеральную уборку решите сделать. И знаете, это, если вы за это возьметесь именно на этой неделе, да, вам кто-то в помощь будет, и 100% пойдет легко и эффективно. Вы исправите то, что давно не могли исправить. Ваша победа в ваших руках. Угу. Ну, вот так. Давайте еще посмотрю. Многие из вас спрашивают, в долг давать или там не отнимут чего-то по поводу денег, да? Опять, смотрите, тут рыцарь пентаклей и тут рыцарь пентаклей. Будь внимательна. В долг лучше не давать. Но если вдруг ты готова долго-долго не видеть, что тебе когда-нибудь отдадут, да, вот этих денег, ну тогда можно и дать в долг. Но здесь не то время, не твое время, чтобы ты в долг давала. Ну, два рыцаря пентаклей, подожди, нет. Вот как бы так, вот для тебя эта неделя, а не для кого-то. Если очень важный человек ваш любимый, да, и там точно надо, ну тут уже сама судьба будет все это видеть, и все у вас будет по-любому нормально. Но если кто-то вдруг спонтанно, там, друзья какие-то, ой, дай, дам до завтра, дай, вот я вечером уже отдам, не надо. Вот что угодно говорите, не надо. Ну, вот так ответила. Подклады. Ну, тут все отрезано. На этой неделе подклады не должны быть в вашей жизни, не должны присутствовать. Вы как будто бы своей энергетикой, тем более, что дьявол выходит, хотя по дьяволу могут быть подклады, но там вышел паж мечей, это значит, что вы на стороже всегда по этому поводу, да, бываете. Может, не все, но кто-то из вас, да. Но я не вижу, нет.
Хоть и дьявол, но я не вижу подкладов на этой неделе. Знаете, может быть, кто-то и хочет сделать вам больно через какой-то подклад. Но опять же, выходит теперь рыцарь мечей. Вы просто вот как будто бы своей энергетикой вы это закрываете. Вот понимая, как и что, вы уже закрываете возможность сделать вам подклад. Ну, слава богу. Вот. Дальше давайте смотрим кубки, да, кубковую масть. Что кубки скажут? Это эмоциональный фон недели, отношения, встречи, любовь, одиночество, слезы, радость, свадьбы, что-то еще может быть. Тут могут быть и слезы печали, и слезы радости. Что хочу сказать? Но по этой карте неделя глубокого, эмоционального, где-то, может быть, как сказать, исцеления, да, по этой карте может такое быть. Где-то единение с близкими, а где-то все-таки разлука. Но разлука, не знаю, тут сейчас я вот уже сейчас достану пару карт. Король, этот бубновый, да, пентаклевый король и башня. Две карты, ну вот такие выходят. Вот. Глубокое эмоциональное исцеление будет. Единение с близкими будет. Знаете, такое впечатление, что хоть тут и идет разрушение, но кто-то из вас окончательно поставит, да, точку в отношениях, которые были реально болезненными. Реально болезненными. Вот окончательно поставите точку, и этот платочек выкинете. Больше не будет вот этих вот сердечных переживаний. Но с другой стороны, я еще кое-что вижу. Здесь может быть возвращение человека, которого вы долго ждете. Или очень хотите просто увидеть. Вот идет возвращение какого-то человека и будет ремонтироваться. Ну, это как понять? Отношения будут налаживаться, да? Как еще сказать здесь? Ну, для пар, вот если вы в паре с кем-то, да, этот период по вот этим картам, как идеальное взаимопонимание, когда наконец-то вы будете слышать друг друга, вот даже иногда с полуслова. Хоть и башня, но башня еще и дьявол, понимаете, здесь может быть затуманенность какая-то, но и в то же время, если открыть это, карты говорят по-другому. Вы можете восстановить свою жизнь просто самым лучшим образом. Вы будете слышать друг друга, вы будете понимать друг друга, вы найдете какой-то компромисс, вы поймете человека, и он поймет вас, если у вас есть какие-то недопонимания, да? Но здесь налаживание отношений идет. Если вы одиноки, кстати, вас ждет судьбоносная встреча, как будто разрушение прошлого и построение новой башни, нового дома, новых отношений. Вот, идет так, как восьмерка чаш — это уход и возвращение, быстрое, спонтанное, долго ожидаемое. Либо просто одно уходит, а новенькое что-то приходит. Ну вот так карта рассказывает. Так что ждите каких-то перемен, именно вот отношения, да, любовь, понимание, какие-то новые встречи судьбоносные. Вот такое вот идет к вам, да. И, кстати, эта встреча, ну раз такие вот карты вышли, даже сейчас одну еще достану. Знаете, она как будто бы начнется с какой-то интеллектуальной темы. Ой, тут дьявол идет. Тут тоже идет дьявол. Ага. Ну, дьявол, да, можно сказать. Кстати, дьявол дьяволом,
Но можно сказать, что интеллектуальная какая-то тема, диалог, о каком-то вопросе будете разговаривать. И это может просто обычный разговор, навеянный какими-то событиями, может перерасти во взаимную симпатию. Этот дьявол не просто так здесь вышел. Не просто так. Интересная неделя будет, необычная неделя будет в каких-то, не знаю, моментах, в какие-то дни, может быть, вся неделя даже. Вот так вот. Так, что еще здесь? Ну, давайте посмотрим, будут ли нерадостные моменты. Ну, королева кубков, в принципе, эмоции будут. Ну, по поводу денег может что-то не радовать, хотя я вижу здесь очень много возможностей. Может что-то пойти не так. Поэтому и говорю с самого начала, будьте немножко внимательнее. Угу. Вот вроде бы все прекрасно, это ваша судьба, вы вот такой человек, чтобы у вас все было хорошо. И вот этот туз пентаклей, ну это как бы возможность в ваших руках. Вот не упустите момент, вот так карты говорят, потому что можете плакать потом. Смотрите, как именно не упустить какие-то нужные моменты, чтобы действительно не испортить то, что к вам идет, и идет хорошее. Ну, дьявол раз выходит, поэтому и говорю. У вас может быть вот какая-то легкая ностальгия на следующей неделе, может быть какая-то легкая или даже нелегкая сентиментальность. Это больше в середине недели, но все-таки, может, и в любой день. Вот ностальгия, сентиментальность. Вот оно, смотрите, если у вас воспоминания, да, вот этого прошлого, если у вас перейдет во что-то крупное, вот я имею в виду по эмоциям, да, что вы действительно расплачетесь, может быть, кому-то даже что-то расскажете, это может испортить ваши дальнейшие возможности, ну, именно на этой неделе. Если вы просто, если оно нахлынет, да, если просто, ой, ладно, давай, не сейчас. Что было, то было там, да, вот оно нахлынуло, но вы отогнали. Все, вы получаете свой туз, свою радость, свою любовь и все остальное. Вот есть такое. Да, можете сами себя вогнать в какую-то неприятную ситуацию. Кто-то вам что-то сказал нехорошее, вы расстроились, разнервничались, поругались, это не ваше. Смотрите, кто-то вам сказал одно, вы не согласны, спросите у другого человека, что он скажет. Потом через какое-то время придете к правильному решению. Но не нервничайте по поводу того, что кто-то что-то вот ляпнул, сказал. Это вот важно. Вот. Ну, давайте дальше, да? Посмотрим острые моменты. Это мечевая масть. Острые моменты. Будет, если что-то, да, то будем смотреть, как это избежать. Или карты скажут, что все нормально. Как бы все нормально вроде бы. По четверке мечей, да, выздоровление идет. Но есть немножко острых моментов. Опять же, может случиться какое-то дежавю, которое вас, немножко побесит, так, да, сказать, если то правильно будет. Может быть, что-то вот затянувшееся начнет проявляться, потом опять в паузу маленькую, потом опять проявляться, и да, может быть, будут какие-то нервозности. Но я вижу, знаете, как одно за другим. Вот какие-то события, одно, потом второе, да, вы можете устать. Вы реально можете устать либо психологически, либо физически даже, потому что у вас будут возможности что-то круто делать. Но, естественно, когда ты что-то делаешь, когда к тебе идет посыл, когда к тебе идет поток, ты тоже устаешь. Вот такое у вас, да, может быть на этой неделе. Поэтому, пожалуйста, больше отдыхайте.
Возврат будет очень хороший у вас, с чего-то вернется, что очень тревожило. Что еще здесь? Да, может быть немножко похолодание где-то, но это же расклад общий, не обязательно. Ну, в принципе, по-любому еще тепло. Что еще? Какие-то покупки для себя лично можете сделать к концу недели, именно в конце недели, в выходные. Это больше как одежда будет. Вот такое вот. Может, даже запланировано у вас уже или будет. Что еще здесь вижу? Кто-то вас будет звать куда-то, будет разговор. Ну, это острые моменты. Ну, давайте я доложу. Сейчас переверну вот так. Оп. Такой вот хомячок, или кто он там. Тоже башня выходит, да. Могут быть, опять же, острые моменты, но они будут нормальными. Вот как объяснить? Они будут нормальными. Жизнь есть жизнь. Через все перешагнете, перепрыгнете, как говорится. Но без этого никак. Это как бы, знаете, сравнения даже будут. Вот большой такой проблемы я не вижу. Я говорю, хоть и дьявол выходил, и тут что-то там, предупреждение, тут вон слезки такие, да, но я не вижу действительно острого такого конкретного чего-то, случая нехорошего, да. Самое главное, я говорю, чтобы вы не брали слишком близко к душе, к сердцу. Все нужно восстановить, и тем более время пришло восстанавливать. Так, что еще? Да, опять эту колоду беру. Что хотела другую, но нет, наверное, эту. Все-таки с этой буду работать. Так, что еще? Семерочка мечей. Девятка мечей. Восьмерка кубков. И вот мужчина рядом. Давайте я так скажу. Вы можете, да, на следующей неделе столкнуться с ситуацией, где нужно принять будет срочное решение, а мозг буквально кипит от усталости, и вы не сможете принять это решение. Вот еще какое острое. Но то, что я здесь говорила, давайте вот еще дополню. Вам действительно нужно будет не спешить. Вам нужно будет, да, потихонечку сидеть, планировать какой-то там, не знаю, 5 минут, но они ваши должны быть. Не спешите, иначе вы совершите какую-то ошибку, где будете действительно понимать, что зря вы это сделали, зря вы его послушали или что-то еще. Вот у вас просто голова, у вас очень много мыслей. Вот по вот этим картам у вас очень много мыслей. И да, вы можете совершить ошибку в спешке, что-то делая. Как избежать? Вам нужна будет именно принудительная пауза. Вот у вас что-то резко надо вот решить, да, и вы раз по четверочке мечей. Принудительная пауза. Вот по четверочке мечей именно принудительная пауза, чтобы вас не обманули, чтобы вам не сделали больно, чтобы вы не потеряли что-то. Принудительная пауза. Если чувствуете, что запутались где-то или закипаете, возьмите там тайм-аут, как называют, да, 5 минут, пару часов, вот это ваше будет. Даже можно в какой-то момент заставить себя отключить телефон и побыть в тишине. Не принимайте важных решений в состоянии усталости. Дайте ответ только тогда, вот когда ум полностью успокоится. Вот реально, вот это предупреждение очень важное. Я его видела с самого начала, и реально карты сложились так, что вот оно так и есть. Вот это предупреждение, вот оно важное. Чтобы вы услышали, чтобы вы поняли и не допустили ошибок, а получили наоборот только все самое лучшее. Вот так вот. Давайте посмотрим стихию. Шестерка огня.
О, шестерка огня — это прекрасно. Я же говорю, неделя хорошая. Просто есть предупреждение. А шестерка огня — это супер. Это шестерка жезлов, это победа. Успех, яркость, признание. Почувствуйте себя солнцем, вокруг которого вращается весь мир. О, это хорошее послание. Вот почувствуйте себя солнышком, да, таким солнцем, вокруг которого вращается весь мир. Эта неделя ваша. Есть какие-то там вот такие нехорошести, но все-таки это ж прекрасно. Есть с чем сравнить, есть где правильно поступить. О, сколько вы всего сделаете, да еще вам будут, наверное, 100%, даже не наверное. А говорить: ой, мы от тебя такого не ожидали. Так ты умный, оказывается, человек. Ну, может быть, даже и так скажет. А может, скажет: а я всегда знал, что у тебя все будет хорошо. Вот такая неделя, потому что вы себя почувствуете этим солнцем. Это подсказочка такая. Ну, давайте почитаем гексаграмму. После нее я еще посмотрим итог. Я посмотрю итог, да, слова скажем волшебные. Ну, просто скажу, чтобы они действительно зарядили эту неделю на лучшее, да. Так, гексаграммка, давай. Что ты скажешь? Такая вот. Угу. Можете даже на паузу ставить, как всегда говорю, да, и скриншот сделать и почитать, если кто любит читать самостоятельно, чтобы понять. Так, называется «Переразвитие малого». Плохое пройдет, а опыт, полученный в трудные дни, навсегда останется с вами. Совсем недавно у вас был шанс подняться на самую вершину, но вы его упустили. Ну, вот было у кого-то такое, нет? Ну, не знаю, тут карта так говорит. Не надо сожалеть об утраченных возможностях. В принципе, я тут видела, что вы что-то по прошлому, вот как-то у вас вот это вот уныние бывает, да, вот сожаление. Даже тут карта говорит. Тут и немножечко сказала, а тут чисто вот таким предложением. Не надо сожалеть об утраченных возможностях. Их еще много у вас впереди. Пока же попытки догнать упущенное принесут только разочарование и надрыв. Ну и не надо догонять, да? Вот. Отложите покорение вершин до лучших времен. Идите к более доступным целям. В этом вас ожидает успех. Более доступные цели. Что вы думаете? Да? Например, действительно, вот какое-то затормозившееся дело вдруг вот именно сейчас пойдет, и вы за него возьметесь. И не надо вспоминать, что тогда было, что испортилось. Да? Ну, как-то так. Либо что-то новенькое, да, начнете. Тоже как бы вот доступно. Если да, и вас ожидает в этом успех. Вот. А то, что вы слишком многого, может быть, хотели, либо что-то у вас не получилось, и вы очень сильно переживаете из-за этого, это прошлое. Вот даже эта карта говорит, гексаграмма, не надо об этом вспоминать. Именно даже вот всегда, в принципе, но на этой неделе точно. В ближайшем будущем возможны неприятные события, на которые вы не сможете повлиять. Есть такое. Да, это я и говорила, что есть какие-то неприятные события, вы не сможете на них повлиять, вы сможете только разозлиться, рассердиться, заплакать, не знаю, обидеться, сказать, что я вообще ни в чем не могу успеть, ну, знаете, как и себя даже обвинить, и кого-то обвинить. Ну, бывает так периодически, да. Вот и эта карта говорит, и здесь тоже видела. Вот. И такое может быть. Дальше тут что написано? На которые вы не сможете повлиять. Переждите их, как бурю, и сами в нее не лезьте. Вслед за которой обязательно выглянет ласковое солнце. Ну, зима недаром злится, да, прошла ее пора. Ну, типа такого вот. В отношениях с людьми будьте начеку. Возможно, разочарование в ком-то из близких или друзей. Ну, есть такое. Тоже видела. Но опять же, будьте начеку, да, чтобы кто-то не подставил. Ну, дьяволенок так вышел. Но все равно, это же неделя ваша, вы солнышко. Ну, может такое быть. Близкие, друзья. Может, говорю, какой-то специалист неправильно что-то скажет. Либо правильно, но вы не поймете, будете нервничать. Успокойтесь. Будьте начеку, но успокойтесь. У вас реально
все будет так, как надо. То, что ваше, навсегда будет с вами. Вот то, что ваше, навсегда будет с вами. Вот такая вот гексаграмма, прекрасная, даже с подсказочками. Ну и давайте посмотрим итог. Что у нас тут? Какой итог? Ну, на вершине благополучия. Все впереди. Вот такая вот карта. Так, неделя, в принципе, ну, давайте так скажу. Здесь, во-первых, идет семерочка, да, неделя семерка. Это карта семерка. Это значит, неделя завершится триумфом, обретением внутренней гармонии по этой карте, закрытием важного жизненного какого-то цикла, который, да, действительно надо что-то закрыть, потому что будем открывать новое. Вот. Вы почувствуете, что вышли на новый уровень. Эта карта прекрасно так говорит, так показывает. Уровень, не знаю, развития, отношений, ну такое. Все бытовые и рабочие задачи, они будут сходиться вот в какой-то пазл, который вы реально сложите, исправите, и у вас многое, реально много еще впереди. Карта неплохая по итогу, очень неплохая. Давайте волшебные слова скажу. И еще кое-что я хочу сказать здесь. Еще кое-что. Так, волшебные слова. Ну, это рыцарь мечей. Это, да, действительно сейчас по мечевой карте слова скажу, и все будет так, как надо. Ну, можно так сказать. Я маг своей жизни, да, или я сила своей жизни. Я легко управляю своим временем, деньгами или деньгами, да, и эмоциями. Каждый мой шаг ведет меня к успеху, а Вселенная щедро одаряет меня своими благами. Мир заботится обо мне. Я немножко ударение переставляю, потому что кто как любит слушать. Ну, потому что в разных местах говорят по-разному, и люди привыкли и понимают, что это нормально. Так, давайте я вот так вот еще прочитаю для вас. Да, я для вас. Вы маг своей жизни. Вы легко управляете своим временем, деньгами и эмоциями. Каждый ваш шаг ведет вас к успеху, а Вселенная щедро одаряет вас своими благами. Мир заботится о вас. Аминь, да будет так. Ну, это волшебное для этого расклада. Так, что еще? Ой, давайте посмотрим. Давайте, да, посмотрим главный сюрприз этой недели. Не знаю, не хочу пока что еще уходить. Тут дьявол выходит. Что-то должно еще быть. Ах, тройка мечей. Ух, и 13-й аркан. Тройка мечей и 13-й аркан. Ждите внезапное известие, которое зажжет в вас огонь. Огонь азарта или какой-то неожиданный подарок от, ну не знаю, от мужчины, от ребенка. Ну, что-то сердце будет вот настолько в огонь вгонять, но в огонь радости и неожиданности. Добрый огонь. Добрый. Только добрый. Это может быть, смотрите, приглашение на какие-то мероприятия. Это может быть на какая-то новость вас порадует об успешной, ну не знаю, сдаче экзамена, либо какие-то горящие предложения будут от кого-то, да, от которого невозможно будет отказаться. Это может быть сюрприз какой-то вам будет на этой неделе, который вернет вам детскую непосредственность, веру в чудеса, ну что-то хорошее будет. Вот это вот разбитое сердце, а вот это трансформация. И еще и такая огненная в этой колоде. Это значит, что то, что вас мучило, то, что вас держало в каких-то неприятностях, оно вот трансформируется. И на этой неделе многое, что вас порадует. И что-то очень такое вот необычное, хорошее. Так, давайте посмотрим совет на выходные. О, давайте так. Я задерживаю вас, да, наверное, или нет, напишите в комментариях, стоит ли, вот если действительно какой-то позыв есть, если я действительно вижу какие-то еще подсказки, кроме всего вот здесь, что уже даже гексаграмму прочитали, но вот что-то вижу еще.
Совет на выходные. 29-30 августа. Что карта скажет? Ну, это рыцарь мечей опять, хорошо. Двойка жезлов. Так. Башня опять. Угу. И Верховная Жрица. Вот такие вот карты вышли. Смотрите, 29-30 августа. Вот устройте себе действительно праздник. Какой-то праздник. Обычный, сильный, не знаю, как хотите. Вот именно себе. Проведите эти дни исключительно в свое удовольствие. Вкусная еда, поход в какие-то спа-салоны, может быть, захотите. Покупка какой-то вещи, да, которую вы долго ждали, откладывали, вот время пришло, мол. Или просто день абсолютного безделья, потому что вы заслужили. Напитывайтесь радостью перед началом осени. Это хотят сказать именно вот эти карты. Почему? Потому что вы и так как загнанный человек, который вечно что-то делает, решает, куда-то бежит, чего-то там по каким-то вопросам волнуется, да? Потом двойка жезлов, да, оставь это уже в прошлом. Сделай себе действительно хотя бы вот выходные такие. Ты можешь что-то разрушить, а можешь наоборот создать что-то новое. Успокойся, приведи себя в порядок, и у тебя куча перспективы дальше. А Верховная Жрица говорит, не знаю, это как что-то необычное, что-то неожиданное в твоей жизни должно случиться. Но многое зависит от того, как ты проведешь выходные. Вот так. Что еще? Еще я чувствую, надо вернуться к мечам. Угу. Давайте еще немножко скажу. Если кто хочет, можете отключать уже. Кто остался еще до конца, давайте чуть-чуть посмотрим. Потому что, может быть, все в порядке, но что-то меня тревожит по мечам. Это опять же на всякий случай. Может быть, даже повторение сейчас будет. Иерофант, высшие силы с вами. Подсказка от них вот сейчас идет. Опять идет 13-й аркан. Перемены, двойственность. Угу. Но это уже жезловый рыцарь, огонь. И открытие дверей тех, которые вам нужны. Четверка пентаклей. Открытие дверей, которые вам нужны. Именно вам, а не кому-то еще вокруг вас. Так, ясно. Давайте просто скажу, действительно, по всем этим картам, и то, что почему я к этому вернулась. Просто я почувствовала на этой неделе, может быть, вот главная зона риска – это психосоматика. Это переутомление нервной системы и риск мелких бытовых травм из-за спешки. Знаете, вот поскольку неделя проходит под мощным ментальным влиянием аркана дьявол, как говорится, да, ваша голова будет работать на максимальных оборотах. Главная опасность – это забыть о потребностях своего тела. Вы действительно можете слишком сильно переутомиться, устать и не успеть взять свое. Поэтому выходные, да, отдохните, пожалуйста. Это правильное решение по всем этим картам, как совет даже, да, как не решение, а совет. Решение по-любому, конечно же, будет от вас. Вот. Может быть энергетическое истощение, может быть спешка и невнимательность. Вот. И, знаете, огонь, закрытость, огонь. И знаете, как еще переход Солнца в знак Девы, да, на этой неделе именно, всегда делает уязвимой пищеварительную систему, кстати. Можете и не слушать об этом вообще. Единственное, что будьте внимательны, пейте водичку чаще, да, и избегайте чего-то слишком острого и слишком сухого. Фастфуды и все такое. Хотя вы сами знаете свой организм. Просто огонь, и вот это вот солнце в Деву переходит. Все вроде бы.
Вообще лучшее лекарство для вас на этой неделе – это просто осознанное в каких-то вопросах замедление. Вот. Добавьте в график свой вечерние прогулки на свежем воздухе, без телефона, да, вот. Может, легкую какую-то теплую ванну перед сном. Ну, это такое, да, вам нужно нервишки. Все, я досмотрела по поводу вот этого вот, хотела вернуться очень. Вернулась к мечам, действительно, ну, просто дьявол, он немножко, он как колючки тут есть, да, вроде бы все так вот, все прекрасно, но есть колючечки, и это больше, да, нервы. Большой такой плохой ситуации, слава Богу и дай Бог, не будет, не вижу. Все, на сегодня точно все. Напишите в комментариях, стоит ли, да, после вот этой вот гексограммы еще что-то вот договаривать, потому что реально увидела то, увидела это, решила все-таки сказать. Иногда по знакам зодиака говорю после этого, иногда вот сейчас вот это сказала. Это то, что чувствуется. Это реально то, что чувствуется. И ну, кому-то из вас, может быть, не надо, кому-то надо. Напишите в комментариях, чтобы я, да, знала, что делать в следующем раскладе. Угу. Все, счастья вам огромадное. Следующие раскладики маленькие будут скоро. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Не забывайте, что и маленькие, и большие расклады только у меня лично на YouTube. Молитвы для здравия и для удачи я читаю только на YouTube. Вот все эти расклады я заряжаю сильной энергетикой. То, что у меня воруется на другие платформы, естественно, эта энергия защиты моих молитв туда не переходит. Она под ключом. На ключ списывания моих видео я закрыть не могу, а вот энергетику свою вы там на чужих платформах можете разрушить. А здесь наоборот. Все. Всего хорошего. Увидимся, услышимся. Будьте здоровы, да? Все. Жду вас в гости.